В этом видео мы посетим один из самых популярных корейских рынков Сеула. Уличная еда – это характерная особенность для любого корейского рынка, однако рынок Манвон считается весьма уникальным местом, где очень вкусно и дешево. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Итак, друзья, мы находимся в западной части Сеула, недалеко от популярнейшего района Хонде, и именно здесь расположен рынок Манвон. Из-за своего местоположения, а именно недалеко от университета Хонгик, часто можно услышать, что это место очень популярно среди молодежи, что именно сюда приходят студенты после тяжелого учебного дня, чтобы перекусить. Ну и, конечно же, это очень сильно отразилось на ассортименте уличной еды этого рынка. Что ж, давайте зайдем внутрь и попробуем ее. 안녕하세요. 할라피뇨 햄치즈 롤가스 하나 주세요. 네. 포장해드리면 될까요? 테이크어웨이? 네. 할라피뇨 하나. Друзья, первая позиция, которую мы попробуем, это жареный перец халапеньо, в котором есть еще ветчина вместе с сыром, и это все обжарено во фритюре. Это очень популярная позиция здесь, одна из самых знаменитых. Ну, пахнет пока как фритюр, нет никакого ощущения, что внутри перец. Есть ощущение, что это просто зажаренная какая-то штука. Ну, давайте пробовать. Очень вкусно! Друзья, мое первое впечатление, это очень вкусно, это очень нажористо. Мне кажется, если я съем вот этот один такой перчик, то я наемся на 2-3 часа вперед точно. Очень сытно. А еще мне нравится здесь невероятный микс вкуса. А именно, здесь, знаете, вот эта ветчина, которая внутри заявлена, она не просто там нарезана, накрошена, ну и внутрь брошена. Нет, здесь есть начинка из перемолотого перца халапеньо. Здесь также внутри сыр. И все это завернуто в ветчину, а после уже, я так понимаю, обвалено в этом кляре и в сухарях и зажарено во фритюре. В общем, что я могу сказать? 8,5 баллов из 10 я поставлю, это очень вкусная штука, но я думаю, время попробовать что-нибудь еще другое. Друзья, это знаменитое жареное мороженое. Я уверен, многие из вас его уже пробовали в разных странах. Если вы, например, были в Таиланде, то там тоже такое продают. Но я буду это пробовать впервые. И как я понял, внутри мороженое, а сверху зефирка, которая вот как раз таки пожарена с помощью вот этой газовой горелки. Ну, пахнет вкусно. Давайте пробовать. Первого укуса чуть не понял. Я об этом, скажем так, блюде знаю давно, потому что очень часто это можно увидеть, знаете, в трендах ТикТока какого-нибудь там. И знаете, я ждал большего на самом деле. Само мороженое вкусное, конечно, но, возможно, из-за того, что я не особо большой фанат зефира, мне вот это сочетание кажется странным. Короче, на вкус это, знаете, как обычный пломбир, который облит карамельным сиропом. Вообще, на самом деле, звучит, конечно, вкусно, но я почему-то ждал большего. И, знаете, вот этот вот вкус обжаренного, горелого немножко даже зефира, он все-таки, наверное, на любителя. Ну, лично я такой не особо люблю. Но, конечно, вещь прикольная. Выглядит красиво, столько хайпа вокруг. Ну и наверняка, я уверен, многим оно понравится. Ну, для меня окей. Ну, 6 баллов из 10. В принципе, стоит вашего внимания, но не прям, чтобы ради него идти в это место. Друзья, если вы вдруг внезапно захотели перекусить и сделать это с помощью амука, то вы можете просто прийти в это место и брать вот так вот палочки. И обратите внимание, они тут разные, есть с красным наконечником, а есть, короче, с обычным кончиком. И это они отличаются по цене. Потом просто вы, когда расплачиваетесь, показываете количество палочек, вам считают, и вы, соответственно, платите столько, сколько съели. А еще, смотрите, здесь есть такая вот классная штука, это пульверизатор соусом. Очень удобно распылить, чтобы лучше раскрыть вкус. Вот такое приспособление для более комфортного улучшения вкуса. Мы пришли в очень знаменитое место, где продают жареную курочку в разных соусах, разных видах. И здесь просто огроменная очередь. Я уже стою, наверное, минуты 4 либо 5, и она вот сдвинулась только наполовину. Но я уверен, что мы сейчас насладимся очень вкусной и легендарной корейской курицей. 감사합니다.
Милая розовая коробочка. Распаковка. Итак, посмотрим. Ну что я могу сказать? Курицы здесь немало. Друзья, я не в первый раз уже ем корейскую курочку. Более того, скажу, я ее очень часто ем в Корее. И сегодня я решил попробовать необычные вкусы, потому что обычно это яньем чикен, либо какой-нибудь, знаете, канджан чикен, то есть в соевом соусе. Я сегодня заказал себе канпун чикен и курицу, которая готовится, обжаривается в белом соусе, в белом сливочном соусе. Для меня это необычно. Думаю, для вас тоже, потому что яньем чикен, вы знаете, что такое. Итак, давайте начнем с канпун чикен. И знаете, в чем суть? Именно вот этот вот соус, в котором готовится эта курица, он сделан из китайской чили-пасты. Пробуем. Она действительно острая, но не такая, чтобы предупреждать об этом 2 раза. К сожалению, она не хрустящая, но она очень вкусная и очень сочная. Мне нравится. Она действительно отличается по вкусу. Этот соус не такой сладкий, более такой перченый, знаете. Чувствуется именно вкус перца, а не кочутяна, как в яньоме. И, как ни странно, мне нравится больше. Я, собственно, не удивлен, что это одна из самых популярных курочек во всей Корее. Давайте попробуем теперь белый соус. Ну, выглядит очень вкусно и очень сливочно. Это очень вкусно. Я чувствую майонез с какой-то добавкой. И это смесь немножко кисленького, немножко сливочного, немножко сладенького. Просто потрясающе. Мне даже больше нравится, чем в красном соусе. Я не удивлен, почему здесь такая большая очередь. Будете здесь, рекомендую идти сюда. Очень вкусно. Пойдемте дальше. Вы только посмотрите на этот перец. Я считаю, что я его должен попробовать. Это прям реально огромный перец. О, они еще торгуют макколи и всякими алкогольными напитками. Выглядит интересно, особенно в соджу. Самбакири. Не, камсанда. Не. В общем, мы сделали заказ и ждали больше 20 минут. Вроде как готовить его не так уж и сложно, но и не так уж и долго, но тем не менее, из-за того, что очень большое количество людей хотят попробовать эту вкусняшку, пришлось подождать. Ну, давайте пробовать. Нам положили красивую коробочку и 2 еще соуса. Один остренький, другой, я так понимаю, это что-то опять кунжутно-майонезное. Вау! Они огромные, они выглядят вкусно. Просто зацените размер. А еще они очень горячие. Нам дали ножичек, чтобы мы могли нарезать, и палочки, чтобы было удобнее есть. Сказали, нельзя здесь есть. Пойдем в другое место, окей. Короче, нас прогнали с того места, сказали, так как сегодня выходной, очень много людей, попросили отойти и не мешать остальным. Ну ладно, ничего страшного. На сервис я этот не сильно жалуюсь. Все-таки это рынок. Я не буду нарезать, попробую его прям так, целиком. Я думаю, это очень хрустящая штука. И очень горячая. О, внутри мясо. А если брать точнее, мясной фарш. Сама начинка сочная. Вот этот перец сочный. Это очень вкусно. Вы знаете, я как будто ем фаршированный перец, только зажаренный во фритюре. Я не знаю, что это за перец. Я думал, это будет остро, но это совсем не остро. Есть подозрение, что это дунганский перец, но, видать, какой-то сорт, который, совсем никак не отличается особой остротой. Давайте попробуем вот этот вот красный соус. Он меня интригует. Как ни странно, соус все портит. Потому что это просто майонез с каким-то чили-соусом и все. В общем, соусом не ешьте. Ешьте просто оригинальную версию. Она намного вкуснее. Там можно заказать, кстати говоря, яньем кочу твегим, то есть со соусом твегим. Можно заказать какой-то еще дополнительный острый вариант. Но я специально взял оригинал, чтобы почувствовать именно, так скажем, первоначальную версию, которую уже потом как-то разбавляю с помощью дополнительных ништяков в виде перца и так далее. Так как я люблю фаршированный перец, с самого детства это одно из моих любимых блюд. Мама готовила это регулярно, особенно когда вот был урожай сладкого перца. Мне это блюдо очень понравилось. Если, кстати говоря, вам тоже нравится фаршированный перец, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Поэтому я этому блюду ставлю 9 баллов из 10.
я бы, наверное, даже тот халапеньо бы не пробовал, а сразу же бы пришел и съел бы вот эту штуку. Она реально вкусная. 9 баллов, ребят. Купил 2 огромные тефтелины с острым вкусом. Будем пробовать. Я купил 2 какие-то большие котлеты, и здесь это называется токкальби. Я не знаю почему, но мои друзья хангуки мне посоветовали попробовать и сказали именно купить острую версию, потому что она более вкусная. И знаете, она прям, смотрите, это вот тефтелина, наверное, по-другому будет неправильно называть, но смотрите, она сочная, с нее капает, она пахнет невероятно. Я думаю, что если сюда добавить пюрешечку, картофельное пюре, то будет вообще отвал башки. Но давайте попробуем, вдруг она все-таки на вкус отличается от наших привычных котлет. Мне очень нравится. Единственное, что, чем отличается это от наших котлет? Тем, что здесь есть небольшой сладковатый привкус. Он не чрезмерный, не подумайте. Он прям в меру, и он прям очень нужный. Я не совсем понимаю, где тут острота, где тут острый вкус. Есть определенная пряность, но однозначно это не остро. Это абсолютно не остро, но это пряно и это вкусно. Я имею в виду, что это достаточно насыщенно. Наверное, по этой причине мне друзья посоветовали брать именно с острым вкусом, потому что, наверное, обычный вкус не такой яркий. Несмотря на то, что я очень люблю мясо, и оно здесь очень сочное, его здесь очень много, и это не стоит прям каких-то космических денег, тем не менее, я поставлю, наверное, этому блюду не 10 из 10, но 8,5 из 10. Это однозначно следует попробовать, но здесь ничего необычного. То есть, вас это блюдо не удивит. Если просто хотите вкусно поесть, вкусно и сытно, покупайте. Если хотите попробовать что-то необычное, это точно не про это блюдо. Пиджа? Ты бы что попробовал? Я бы пиджа попробовал. Пиджа? Ну да, прикольно. Яче или кимчи? Яче, наверное. Спросим, давай спросим. Давай, короче, яче, кимчи и вот пиджа. Чему халькивю? Яче анаран, кимчи анаран, пиджа аначсею. Не, мне кажется, мы объедимся этих крокетов. Мы купили чапсаль крокеты. Это, знаете, своего рода такие беляши, которые сделаны из рисового теста. И они даже пахнут по-другому. Но внутри необычные начинки. Есть начинка с кимчи, есть начинка с чапче, просто есть всякие там овощные и так далее. Но я еще купил начинку, которая называется пицца. Я не знаю, что это, мы сейчас будем пробовать, но я знаю, что крокеты это один из самых популярных видов стритфуда в Корее. Его корейцы просто обожают. Я думаю, как и многие из нас, тоже любят беляши. Он такой воздушный, он такой прям... Пахнет невероятно. Он не пахнет как беляш, он пахнет, знаете, таким немножко кисловатым оттенком, как будто рисовой брашкой, что ли. Мне нравится. Это самое вкусное, что я сегодня ел. Просто разрыв. Оно такое воздушное, хрустящее. Внутри начинка невероятно просто тает во рту. Очень вкусно. И это кимчи. Это немного напоминает, вот представьте, пигоди, которые пожарили. Вот это вот что-то очень похоже. Вот это пицца. Пицца самая вкусная. Это реально пицца. Офигеть. Пицца на первом месте, потом идут овощи, а уже потом кимчи. Самый вкусный стритфуд, который я сегодня ел на этом рынке. Прям 10 из 10. Я, ребят, серьезно. Друзья, наше вкусное приключение подходит к концу. Видите, у меня уже 2 пакета еды. Я думаю, что мне это надо будет доесть завтра, а может быть даже и на послезавтра останется. В общем, давайте подведем некий итог. Больше всего, вы сами видели, мне понравились вот эти вот корейские жареные крокеты. Они реально очень интересные, необычные и, самое главное, вкусные. А вот меньше всего меня впечатлило вот это вот, знаете, зефирное мороженое, жареное, которое, оно дико распиарено во всех этих наших тиктоках, но, на мой взгляд, лично и на мой вкус, слишком переоценено. Поэтому подумайте дважды, когда решите его попробовать. Главная особенность сегодняшнего видео заключается в том, что это действительно рынок достаточно уникальный.
уникальный. Я был на многих рынках, и это сильно отличается, особенно от самого популярного, который называется Кванджан Шиджан. Видео у меня есть на канале, обязательно посмотрите на него обзор. Но помимо вкуса, больше всего, именно если сравнивать с другими рынками, такими как Кванджан и Намдэмун, бросается в глаза цены. Здесь действительно намного дешевле. И порции мне даже показалось, что больше, потому что я видел, как ребята заказывают жареные пельмени, их было намного больше, чем когда я покупал на Кванджан Шиджан. Также я заметил, что токпоки, если люди покупают, им тоже дают очень большую порцию. Ну и сегодня вот эти два пакета — это доказательство того, что здесь ребята вообще не жадничают. Мы сегодня снимали целых 3 часа, и знаете что? Мы прошли всего лишь половину этого рынка, и, дай бог, попробовали всего лишь треть ассортимента из того, что здесь есть. Я думаю, что если это видео вам понравится, вы поставите много лайков, также напишите об этом в комментариях. Мы с Марком вернемся и пройдем вторую половину и попробуем все остальное, потому что там еще очень много вкусной еды, поэтому ставьте лайки, и мы обязательно снимем продолжение. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока!